Всем привет! Я уже давненько рассказываю о нашем путешествии по Альпам. Мы уже были в Австрии, в Италии, заехали даже в Венецию. Венеция немножко выбивается из всего нашего альпийского пути, но тем не менее это было очень интересно. После Венеции мы снова забрались высоко в горы и отправились в следующий город, в Инсбрук, то есть мы вернулись в Австрию. Еще на итальянской территории нам везде попадались надписи на немецком языке, и люди говорили по-немецки, хотя до границы еще было порядочно ехать австрийской. Вот. Но мы заметили, что немецкий язык уже везде, и это было немножечко странно. Потом мы нашли какую-то заправку, которая была автоматической. Там была тоже инструкция на немецком языке написана. Но пока мы ее разглядывали, к нам подбежал какой-то человек и начал нам пытаться помочь. В общем, в итоге оказалось, что там не до конца что-то автоматически работает. И, в общем, нас заправили по-нормальному, по-обычному. Но в целом мы ехали без каких-либо там приключений. Мы ехали в такой долине по итальянской территории. Вокруг нас были такие каменные стены. Именно вот эти скалы, они очень красиво играли на солнце. Вот когда мы уже подъезжали к Инсбруку, были, в принципе, не сильно далеко, но мы ехали довольно медленно, потому что ехали по серпантину, который очень сильно извивался, уже смеркалось, уже становилось немножечко темно, и нужно было аккуратно продвигаться по этим дорогам. В итоге мы только к ночи добрались к Инсбруку, успешно поселились в гостиницу. Нам повезло, мы нашли неплохую парковку, где мы могли успешно оставить свой автомобиль и пешочком пройтись уже в сам центр города и посмотреть город и обойти его пешком. Припарковались на парковке Olympia Halle West, и за 4 часа это было 4,40 евро. Неплохая цена, в принципе, особенно для Австрии. Инсбрук — это европейская столица зимних видов спорта, и там уже не раз проводились зимние Олимпийские игры, и вот даже в том месте, где мы припарковались, возле Олимпиахаллы, вот там происходили тоже многие спортивные события. Эта земля называется Тироль, и Инсбрук — это столица Тироля. Вот помните, в предыдущем эпизоде мы поднимались на гору Гроссглокнер по видовым дорогам на автомобиле. Оказалось, что эта гора — это самая высокая точка в Австрии, и находится она как раз на территории Тироля. Что я знала о Тироле до того, как приехала сюда? Да, в принципе, не так уж много, только видела картинки с их национальными одежками и знаю, что у них еще есть такое интересное зазывание в горах традиционное, но это не изобразить. Инсбрук. Возникло впечатление, что это довольно маленький городок, в принципе, компактный очень, что его можно легко обойти пешком. В принципе, так и оказалось. С любой точки города видно горы задним планом. Кажется, что они очень близко и прямо нависают над тобой, но на самом деле это обманчивое впечатление. Инсбрук сам находится высоко в горах, воздух очень чистый, очень свежий. Даже как-то стало сразу заметно резкую границу между светом и тенью. Этот городок неплохо продуманный, он очень легкий, там нормально есть велодорожки, там есть крутые детские площадки, и даже взрослым интересно было бы покататься на таких качельках или полазить по этим канатам, настолько крутые эти площадки, правда. В этом городе очень много книжных магазинов, и там очень много посетителей, то есть видно, что люди много читают. И в целом чувствуется, что здесь живут те, кто побогаче. Да, каждый дом — это архитектурная какая-то интересная композиция, и оно поддерживается в идеальном состоянии. Там просто продумано какие-то интересные детали. Например, здесь горно-альпийская тематика выражена с помощью карабинов на окнах, которые в виде такой решетки сделаны. И каждый дом там чем-то интересен. Просто ходить и разглядывать каждый отдельный дом. Но это все сконцентрировано очень компактно в старом центре города. Но что интересно посмотреть в Инсбруке, тоже в старом центре города можно увидеть золотую крышу, ее так называют, но на самом деле она сделана из 2500 медных пластин, которые покрыты золотом. Она вроде незаметная, неприметная, но это одно из самых туристических мест, и в принципе, все туда приходят посмотреть.
Там же в старом центре вы обязательно увидите городскую башню и дом Гелплинга и колонну Святой Анны. Если зайдете в сувенирные лавочки, то сразу обратите внимание, что цены здесь выше, чем в других австрийских городах, но зато у них есть какая-то интересная национальная тематика, какие-то интересные одежки, опять же, вышивки или даже часы с кукушками. Даже просто поразглядывать интересно. Wir sind aber ein sehr modernes, attraktives neues Medium. Trotz allem, es gibt euch digital, es gefällt uns digital, wir haben ein Hörhin-Projekt gestartet. Самое классное в этом городе — это сочетание природы и жилых районов. То есть, горы видно с любой точки города, и там как бы природа в самом городе, и там много зелени, и все такое, воздух чистый, очень свежий. То есть чувствуется, что здесь природа главное, а не человек. И я думаю, что это делает город очень комфортным. И он в целом очень легкий. Нарядные улочки, яркие разноцветные детали. Вдалеке, задним планом, это всегда горы вдалеке. Дальше наш путь лежал в Швейцарию, а по пути мы хотели посмотреть Лихтенштейн. Лихтенштейн — это такое маленькое карликовое государство, его площадь всего 160 квадратных километров. Вообще шутки ходят про это государство, что главное не проскочить, не пропустить, это реально очень маленькая страна. Но мы, даже шутки шутками, но мы чуть не пропустили границу с Лихтенштейном. Так как-то неожиданно она приблизилась. А потом нас еще как-то рисковато остановили пограничники, ударив своей дубинкой по машине. Дело в том, что нам сказали остановиться, и мы, как любые порядочные люди, мы решили съехать в сторону, чтобы не мешать движению, там все-таки дорога. Нам ударили этой дубинкой по машине, потому что, когда говорят остановиться, значит, нужно остановиться прямо здесь и сейчас, немедленно. После этого, конечно, нас все равно отправили съехать в сторону. После этого у нас проверили документы, с документами все было нормально, но документы проверяли не у всех, выборочно. Я думаю, что это связано с тем, что у нас на машине были украинские номера, и это, наверное, там диковинка, необычно для них. После этого нас успешно впустили в Лихтенштейн, и мы поехали дальше. Мы, в общем-то, направлялись в столицу. По пути мы тоже там виды, как в Австрии, как в Швейцарии, там видно горы. Я думаю, что с швейцарской и австрийской территории, там есть, конечно, тоже горы в самом Лихтенштейне, и там есть замки, нависающие над скалах, и Лихтенштейн на самом деле славится своими замками, считается такой страной замков. Столица этой страны называется Вадус, и там на самом деле, в столице там почти нет никакой активности, никакой движухи, там всего на самом деле 2 улицы, такие более-менее крупные. Одна — это автомобильная улица, по которой все через этот Вадус проезжают, а другая — это такая пешеходная улица, по которой туристы могут прогуляться. Туристов там очень мало, там вообще мало людей. И не сильно много что можно посмотреть в столице. Там есть интересные скульптуры, пара красивых, интересных зданий, и на этом, в принципе, все. И городок можно посмотреть за час с лихвой хватит. Но в целом там чисто, там все подстрижено, ухожено, и даже разметка на дорогах, такое впечатление, что ее вчера нанесли. Она такая свежая, яркая. Вся остальная территория этой страны кажется заселенной как будто бы случайным образом. Там видно домики тут и там, но и на карте видно, что там есть населенные пункты, кроме столицы, и другие еще, но
Такое впечатление, что оно все размазано как бы по площади, и непонятно, где один населенный пункт или другой. Вот. Ну, поэтому туда как бы едут не за тем, чтобы города смотреть, а за тем, чтобы любоваться природой. А пожить туда приезжают те, мне кажется, у кого уже есть какой-то денежный запас, и они могут себе позволить такую комфортную, тихую, спокойную жизнь, без суеты, без туристов, только с красивыми видами. Ну и да, цены там правда выше, они уже такие, как в Швейцарии, и вообще, чем глубже туда заезжаешь, тем выше становятся цены. Если в Инсбруке уже стало немножечко заметно, уже там такое все более богатое, то тут в Швейцарии оно как-то еще выше стало. Если границу с Лихтенштейном мы не заметили как бы по невнимательности, то швейцарская граница нас вообще застала врасплох. Дело в том, что для того, чтобы ездить по швейцарским дорогам, нужна специальная виньетка. Она стоит 40 франков. Вот. Если ее нет, если нет этого стикера на лобовом стекле, то могут оштрафовать на неплохую сумму. Поэтому обязательно нужно ее приобрести. Можно сделать это онлайн, но с этим у нас возникла проблема. Поэтому мы решили, что до границы, как бы там же граница будет видно все-таки, где она начинается. И до границы можно заехать на любую заправку, там за несколько километров до границы, например, и купить эту виньетку. То есть мы как бы нагуглили, что да, так можно сделать. Вот. И, ну, так как мы эту границу все-таки прозевали, она застала нас врасплох, и мы уже в панике едем по такой довольно активной трассе, и понимаем, что если сейчас мы срочно не найдем какую-то заправку, то нас оштрафуют. И в итоге мы нагуглили все-таки заправку, и, ну, в общем, все благополучно закончилось. Мы наклеили стикер этот и отправились смотреть Цюрих. В Цюрихе мы поселились в гостиницу «Ибис», которая была такая же, как и везде, в принципе. Не сказать, что самая комфортная, самая лучшая гостиница, но, ну, в принципе, нормально. Она находилась возле аэропорта, поэтому из окна нам открывался вид на взлетающие самолеты. Как мне показалось, Цюрих чем-то похож на Женеву. Ну, с туристической точки зрения этот город как-то был интереснее лично для меня. Этот город тоже находится на своем озере, как, в принципе, любой уважающий себя швейцарский город. Сразу заметно, что это очень спортивный город. Там везде бегуны, йоги, занимаются на свежем воздухе, на травке. То есть там реально много таких более-менее природных мест даже в самом центре города, ну, вокруг озера, понятно. И как бы все подталкивает к этому активному образу жизни. В целом это красивый, атмосферный город, к тому же довольно крупный и дорогой. Из необычного, когда гуляли по центру этого города, то набрели на большой такой блошиный рынок. Правда, он огромный, там много было рядов, и он занимал большую площадь. Интересно было такое увидеть, и как бы, ну, не ожидаешь такого в Цюрихе. Этот город держит в чистоте, там все время даже по самым маленьким улочкам уборочные машины ездят, есть фонтанчики, вода там тоже чистая. Гуляя по Цюриху, вы, скорее всего, выйдете на оживленную улицу, где много есть магазинов с дорогими марками часов, там вот таких брендовых всяких вещей. Можно посмотреть на витринах, сколько стоят такие часы, и поудивляться. Достопримечательности раскиданы по двум берегам реки Лиммат, и можно как бы гулять по набережным, периодически заходя вот в более мелкие квартальчики, улочки. И, в принципе, ну, легко можно обойти этот город.
Там хорошо продуман транспорт, ходят трамвайчики, и как бы из-за этого город не перегружен, довольно легкий и довольно спокойный, хотя я знаю, что это большой город. Еще там очень удобные зоны отдыха возле озера. Можно просто посидеть на парапете таком, поболтать ногами над водой, покормить лебедей, там, птиц, рыбок. Когда мы выезжали из Цюриха, мы как бы поднимались над ним, и нам открылся потрясающий вид на город и на озеро, которое к нему прилегает. В общем, красивые виды. Ну, в целом, мне кажется, что все швейцарские города чем-то между собой похожи. Вот когда я думаю швейцарский город, у меня в голове картинка сразу такого чистого, легкого города у озера, в котором много природы и который довольно спортивный. Следующий город, в котором мы побывали, это Люцерн. И он, конечно же, тоже находится на своем озере. По карте кажется, что Люцерн — это маленький такой городок, но мы удивились, насколько он оживленный, насколько много там людей, и он, честно говоря, намного более оживленный, чем Цюрих. Я не знаю, в чем причина, но там такая конкретная движуха, особенно на дорогах. И на дорогах надо быть внимательным автомобилистам, не привыкшим к таким странным велодорожкам посередине дороги. Немецкого языка мы, конечно, не знаем особо, но нам было вполне понятно, что имела в виду та велосипедистка, которая возмущалась по поводу наших маневров на дороге. Там красивые виды на замки, в городе, ну и в окрестностях города. Нам повезло, мы нашли парковку в центре города, оставили автомобиль и смогли спокойно там пешочком погулять, как бы все обойти. В этой поездке я была в Швейцарии во второй раз, и оба раза об этой стране у меня впечатление как о очень спортивной, чистой, зеленой стране с классными видами, с классными горами. Я уже давно как бы хотела горы увидеть, еще когда в первый раз ездила, была тогда в Женеве и Лозанне. Вот, ну, тогда я видела их как бы больше с французской стороны, а теперь мы уже конкретно так насмотрелись этих гор и в самой Швейцарии, и в прилегающих странах. Но теперь нам пора ехать дальше. Следующий городок это будет маленький, уютный, очень милый городок, который находится во Франции. Угадайте, что это за городок? Что ж, на сегодня все. Ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, пишите о вашем опыте подобных путешествий на автомобиле. Делитесь лайфхаками, это точно кому-то пригодится. Спасибо, что смотрите, и до скорой встречи. Пока-пока.